Хорватия, кстати, славится своими нудистскими пляжами. Хотите посмотреть? Вот эти высокие цены, конечно, я не понимаю, почему они тут такие. Даю вам плохой, скажем так, очень плохой совет. Приятно ощущать, что ты не один такой дурак в этом мире. Поздравляю нас с первым штрафом. Выскочил на трассе гаишник с радаром. На наши деньги 100 тысяч рублей. Думаю, что за хрень? Ну и в этом парке, конечно, и детям лучше самостоятельно не бегать мелким, как у нас Санек. Побежит и болтых и утонет. Ну и средиземноморская кухня, вот эта вся рыбка, морепродукты. Это, конечно, очень вкусно. Давайте я еще немного вам покажу этой красоты. Друзья, всем привет! С вами Андрей Мазульницын, и вы на канале нашей путешествующей семьи. Наше путешествие на авто по всей Европе продолжается. И мы только что приехали в солнечную Хорватию. Короче, влепите лайк нашим маленьким путешественникам. Но тут только один, второй дрыхнет в машине. Подписывайтесь на канал. Ну и поехали вместе с нами. Прокатимся по Хорватии, посмотрим, что тут есть интересненького. Ну а так народ отдыхает в Хорватии не только на материковой части, но и тут очень много островов, больше 1000. Правда, из них обитаемых что-то в районе 50, 47. Но тоже достаточно много. Есть из чего выбрать-то, в принципе. И очень много, короче, туристов плавает на острова. Мы тоже думали сплавать на один из островов, но с машиной это надо специально искать паром. Что-то мы не хотели, не стали заморачиваться, переплавлять машину на тот берег. Короче, решили, нам не принципиально где отдыхать. Остановились на материковой части в Задаре. Да, в Хорватии по побережью лучше не гонять, иначе с вашей машиной вот такая беда может произойти. Ограждений нету. Ну и средиземноморская кухня, вот эта вся рыбка, морепродукты. Это, конечно, очень вкусно. Тут даже добавить нечего. Хорватия, кстати, славится своими нудистскими пляжами. Хотите посмотреть? Я тоже очень хочу посмотреть. Где не хожу, не гуляю. По факту самые обычные пляжи. Короче, их еще надо поискать. Где мы не катались, на какие пляжи не заходили. Везде самые обычные пляжи. Но если вы хотите, конечно, сходить на такой пляж, я думаю, при желании его тут можно где-нибудь найти. Ну вот не очень я понимаю этого прикола. Вот пляж, народ лежит 2 метра в ширину. Сразу же дорога. Здесь машины ездят, автобусы. В чем прикол? Не знаю. Ставлю этим пляжам 2 балла. Не понимаю, за что их тут так хвалят. Тут народ лежит, сразу же вот тут коляски катаются. И тем, кому не хватает места, вот так вот на травке дальше. Ну, не знаю, не знаю. Видимо, я что-то не понимаю. Вон многие, кто где найдет место, там и кидает свои полотенца. По сути, это даже не пляж, просто, не знаю. Ерунда какая-то, он рядом с кораблями. И купается. А вот чего много в Хорватии, так это различных яхт. По всей набережной. Куча пирсов, куча яхт, лодочек и так далее. Наверное, вообще красота вот так вот покататься вдоль берега. Ну и много тут не только яхт, много тут отличной погоды. Солнышко, климат, просто замечательно все. Только что пробежался почти по всей набережной. Мимо различных парковок пробегал, все номера смотрел. Есть тут кто-нибудь с российскими, ну или хотя бы с украинскими номерами? Нифига, ни одной машины не попалось. Неужели никто не любит кататься по Европе на своей машине? Это ж такой кайф. Вообще не привязан ни к какому месту. Езди куда хочешь, сколько угодно стран. Это, во-первых, во-вторых, еще очень большая экономия. Это дешевле, чем самолет. Блин, странно, конечно. Тут я немножко не понимаю людей. На машине путешествовать очень классно. Короче, в Хорватии есть одна круизная компания, забыл ее название, как называется. Ну, кому интересно, можете потом нагуглить. В чем суть? Если у вас ребенок родится на борту одного из лайнеров их, то, короче, этот ребенок получит право, пожизненное право бесплатного пользования услугами этой компании. Прикольно? Слан, ты случайно не беременна? Нет. Это очень жаль, мы могли бы сэкономить до хера денег. Да, на круизе? Да, на целого одного человека по Хорватии. Мы же каждый месяц катаемся на круизных лайнерах в Хорватии. Действительно.
По поводу пляжей в Хорватии. Вот мы сейчас находимся в городе Задар. И вот тут, наверное, скорее больше все-таки галечных пляжей, чем песчаных. Хотя и песка немного попадается. Но очень часто народ лежит вот просто, вон, да, как девчонки вот тут сзади. Вот на таких бетонных плитах. Прямо с них же народ потом ныряет и расстилает. Вот плита, а вот вода. Особо как бы, как сказать-то, места, что ли, не очень много выделено вот именно на пляж, на лежаки. Сегодня еще, да, вон погодка что-то не очень, сейчас под вечер ветрено. Обычно тут намного тише, спокойней. И вот пацаны, видите, сразу же валяются, разложились на плитах полотенце. И сразу же вот отсюда и ныряют с этих бетонных плит. Привет. Привет. Как тебе вот такой пляж бетонный нравится? Вот на таком бетоне нравится валяться, когда купаешься. Бетонная плита и сразу же вот такие вот заходы в воду. Лестница. Не очень, наверное, удобно, когда у вас совсем маленькие дети. Есть, конечно, и вот такие песчаные пляжи, но я тут заходил, там в воде, конечно, тоже все уже начинается сразу же гальки и камни. Ну а погода, не смотрите, как я уже сказал, сейчас вечер, что-то она немножко подпортилась. Так-то тут очень солнечно, очень комфортно. Но так-то Хорватия, конечно, считается очень популярным туристическим направлением. И что меня очень сильно удивляет, дорогим направлением. Но если сравнивать с другими средиземноморскими странами, тут, конечно, в среднем дороже, чем в большинстве из них. Я был во всех странах, которые выходят к Средиземному морю, во всех, кроме Албании. И не могу сказать, что тут есть что-то такое необычное в Хорватии, что делает ее такой дорогой. Самая обычная страна, самое обычное море. Но самое обычное Средиземное море, не черное, конечно, наше. Так что вот эти высокие цены, конечно, я не понимаю, почему они тут такие. Смотрите, чем я тут занимаюсь. Умные книжки читаю. Ладно, шучу. Я пью пивасик. Чем и должны заниматься все нормальные люди на отдыхе а-ля Турция, Хорватия, Греция. Я ем. Да. Вкусняшка. И сейчас опять поскочу за ними. Я, короче, тут недавно в Инстаграм проводил опрос. Типа, хотите ли вы, чтобы Света почаще что-то рассказывала в видео? И практически 100% голосующих сказали да. Хорошо. Пусть Света будет побольше видео. Че, Светлана, рассказывай. Точнее, лучше давай задам так вопрос. Как бы ты охарактеризовала отдых в Хорватии? Если сравнивать с другими курортами, с чем бы ты сравнила его? Ее? Пляжный курорт. Турция. Что еще похоже? Греция? Острова? Да, Греция. Я не знаю, в Испании ты был. Просто пляжный отдых. Никуда не ходим, ничего не делаем, купаемся в море. Также тут, кстати, как в Турции, all inclusive. Целый день можно кушать. Так что получается 4 дня тюленевого отдыха. Расслабляет такой отдых. Ну да. Что никуда идти не надо, ничего делать не надо. Сидишь, купаешься и За ешь. 4000 километров можем поваляться немного на море, да? Да. Который мы проехали. Заслужили немножко. Просто валяние. И чем больше валяешься, тем больше расслабляешься. И никуда не хочется больше. Ну а так как в Хорватию мы все-таки приехали немножко поваляться на солнышке и ничего не делать, в основном в отеле время проводим, давайте мы вам с Настюхой расскажем про наш отель. Короче, называется он Falkensteiner Club Funimation Barrick. Ну, в основном-то немцы отдыхают. Ну ладно, это не имеет значения. Не знаю, отель такой довольно-таки дорогой. Во сколько он нам обходится? Почти в 40 000 рублей в сутки. Не знаю, стоит он своих денег, не стоит, возможно. Я думаю, лучше Настюха нам расскажет, нравится ей отель или нет. Если нравится, значит стоит. Если не нравится, значит не стоит. Нравится тебе тот отель? Очень. Тут и мороженое, и все, что я люблю. И бассейны, и горки. Даже такой бассейнчик красный. Мы около его сейчас сидим. Он вон там, ручеек. Мне тут все нравится. И арбузы, и вкусняшки. Много чего мне нравится. Короче, если вы так же, как и мы, любите солнце, море и пляжи, ставьте нам лайк. И не
забывайте подписываться на канал. А вот здесь зависает мама и папа. Всякие вкусняшки постоянно в течение дня. Еда, пицца вкусная, бургеры делают, макарошки, все. В общем, то и дело сюда бегаем от бассейна. Вот такая здесь детская классная. Настя теперь тут зависает. В бассейне она накупалась. Теперь она здесь. Да, Настя? Теперь ты зависаешь здесь. Сюда еще мороженое, прямо сюда. Да, деткам прямо мороженое приносят. Ешь сколько хочешь. Красота. Это совсем детский бассейн. Сашка тут купается, мы здесь лежим. Дальше как раз детская площадка в тенечке поиграть. В общем, красота. Ну все, мы позагорали, покупались, покушали. Я думаю, можно ехать дальше. А то с этим шведским столом, короче, одна беда. Никак не можем остановиться. Никак не можем. Валим отсюда, спасаемся от еды. А то в машину скоро влезать не будем. Кстати, нам очень многие вот сейчас, пока мы отдыхаем, в Инстаграме, кстати, ссылочка будет в описании, пишут, что, мол, ну, Задар, вот это Северная Далмация район, Истрия, ну, так себе для отдыха, средние. Не то чтобы плохие, но, мол, все советуют ехать на островах, Хвар, там, туда, в Дубровник, в Южную Далмацию. Возможно, в следующий раз мы, конечно, туда и поедем. Сейчас докуда доехали, до туда и доехали. В принципе, я бы не сказал то, что нам тут не нравится. Все отлично, классное море, и климат, и солнце. Просто не знаю, Хорватия была настолько раскручена, не знаю, у меня были такие представления, что это прям вообще офигенский курорт. Но по сути оказался такой... А-ля Турция. Да, самый обычный, как все. Немножко разочаровался я, конечно, в пляже. Ну, будем думать, что это просто такая специфика Задара. Не буду говорить за всю Хорватию. Возможно, в других ее частях и получше. Мы это еще, наверное, проверим как-нибудь в следующий раз. Ну а пока поехали куда-нибудь дальше, в сторону Плитвицких озер. Где поменьше еды. Да. Едем по дороге вот с такими видами. Не самый типичный пейзаж для Хорватии, но все равно очень красиво. Давайте я вам расскажу про наш маршрут по Европе, а также сложно ли путешествовать с детьми. Ну, мы проехали уже достаточно много, больше 4000 километров. Хотя, знаете, нифига не буду рассказывать, нафига повторяться. Вы лучше посмотрите мои предыдущие видео, в которых я уже обо всем этом рассказал. Допустим, из Австрии, из Словении, из Польши. Я там про это много рассказывал. Короче, ссылочки будут в описании. Переходите. Че два раза-то повторяться? А то народ начнет думать, что мне рассказывать больше нечего. Мы только что приехали на главную достопримечательность Хорватии. И это нифига не пляжи, не какие-то исторические здания. Это, конечно же, национальный парк, называется Плитвицкие озера. Ну, по названию понятно, что тут много озер. Смотрите, какой тут цвет воды. Не знаю, какой это, лазурный? Бирюзовый. Да, очень Идем, красивый. идем. Даю вам плохой, скажем так, очень плохой совет. Если вы, ну, случайно забыли деньги дома или не хотите платить за вход, идете тут, оп, сразу же дорога. Просто тупо с дороги сходите вот тут 2 метра вниз, и вы уже идете внутри вот этого парка под тем тропкам, где ходят туристы. Но я ни в коем случае не призываю вас так делать. Это плохо. Вот этот большой. Вон какой большой окунь. Где моя удочка? Сейчас бы мы такого поймали. Вон второй большой окушок. Да, Саша бы поймал.
этом парке, конечно, и детям лучше самостоятельно не бегать мелким, как у нас Санек. Побежит и болтых, и утонет. Так что надо присматривать, конечно. Здесь много вот таких мостиков, никаких ограждений, ничего нету. Ну, Настюха все, больше идти не может. Устала. Мы прошли всего 1,5 километра, впереди еще 7. Давай, или 8. Саня-то у нас вообще неугомонный, носится, не можем остановить. А Настюха девочка. Может, тебя на руках понести? А, я пошутил. Пошли так. И вот на этих озерах существует несколько маршрутов. Есть короткие, средние, длинные, различные варианты. Вот мы сейчас идем. Сейчас только что по лесу шли. Ну, короче, мы изначально-то собирались выбрать короткий маршрут. Ну, для детей, чтобы сильно не мучить, там, 4 километра. И, короче, затупили. Короче, по ходу дела мы теперь идем по самому длинному маршруту. Я не знаю, он самый длинный или нет, но это 9 километров. Здесь написано, что время прохождения 4-6 часов. Но такой совсем не детский вариант. Тут на корабле переплавляться. Не знаю, перепутали, что теперь делать? Дети зато сильнее будут. Ставьте лайк, если вам нравится, как мы правильно мучаем детей. Ну и что меня радует, тут таких идиотов с детьми на этом длинном маршруте, ну, попадается. Не только мы такие. Приятно ощущать, что ты не один такой дурак в этом мире. А если бы там Саня спал? Да, короче, коляску катить по этому парку некоторыми местами, в основном-то нормально. Блин, короче, надо было нам оставить эту коляску в машине. С колясками тут не дело гулять. Ну, мы-то думали, Саня будет спать. Ему так-то спать пора. Ну да, и вот по таким вот дорожкам с коляской вот очень неудобно. Тут с лесенками все. Они, их дофига. Тут вверх-вниз, сверху-вниз коряги всякие. Не берите сюда коляску, если соберетесь. Ну и посмотрите, какая тут прозрачная вода. Здесь на глаз 2 метра. Все видно дно. Вон рыбки сразу же плавают. Очень красиво. Настя, молодец. Покажи хоть, куда ты наступила. Посмотрите. Вроде думаешь, ребенок может свалиться с мостика. Настюша решила пройтись. Ну, печалька. Ладно, это просто грязь, ничего страшного. Саня, еще долбанешься отсюда. Я тебе говорю, долбанешься. Ты неугомонный у меня пацан. Ах ты, ах ты, ах ты. О, чуть не упал. Хорошо, что у нас есть мама. Че, Санька? Саша, ты чуть не утонул только что ли? Да? Чуть крокодилом не упал. Не страшно? Покажи, какой ты чумазый. Да, вон какие все глазки грязные. Хорошо, когда у тебя подписчики в Инстаграме тоже путешественники. Мы когда вот сейчас путешествуем по Хорватии, ну, сразу же выкладываем фотки-то. И одна из подписчиц написала, мол, если собираетесь на Плитвицкие озера, покупайте билеты заранее. Тут надо минимум за 2 дня. Зашел на сайт, блин, в натуре, как минимум надо покупать за 2 дня. Просто так там приехать и купить не получится. Вроде как. Но на сайте точно не было билетов на ближайшие 2 дня. Поэтому, если вдруг сюда соберетесь, учитывайте. Так-то место популярное, прям вообще дофига транспорта, автобусов. Мы место для парковки еле-еле нашли. Слан, давай расскажи, как мы сейчас идем по этому трекингу с детьми. Как мы идем? Я только за Сашей смотрю. Да. Он вот так идет и не смотрит, пятится. Хлоп и все. Ни на секунду нельзя сворачиваться с таким спиногрызом. И мне, да. Да, тут местечко-то такое. Да, не в принципе нельзя отворачиваться нигде. Ну да. А вдруг туда полезет? Он уже лазал без тебя, я только что показывал, записал. Ну это ладно, давайте я вам еще раз озера покажу. Вот цвет воды, конечно, я не знаю, камера передает или нет. Очень интересный. Смотрите, мы прошли 2 километра. Времени где-то час на это ушло.
Впереди еще 7 километров. Куда идем? Да. Че, Настюха, говоришь? Мы куда идем? Вперед еще 7 километров идти. Это в 4 раза больше, чем мы сейчас прошли. Вернемся и сядем и поедем уже куда-нибудь. Давай. Че, Светлана, говоришь? Вернемся. Ты че, А чё? не любишь мучить детей? Мучить нет. Ну, И я себя хотел тоже. сказать тренировать. И себя Воспитывать силу воли, духа, никогда не сдаваться, только вперед. Че глаза тоже. опустили? Давай я пойду, а ты за Сашей. Короче, буду показывать детям на личном примере. Не показывай, а то я и так сейчас на землю. Да, пройдут, все пройдут, ничего страшного. Короче, моя команда что-то совсем расслабилась. Надо толкнуть вам какую-нибудь мотивационную речь. Ага, какую? Что мы пойдем на лошадках кататься, из-за этого я пойду. Все, у моей команды кончились силы. Сидят, отказываются идти дальше. Саша рыбу поймал. Ура! У команды открылось второе дыхание. И мы двигаемся дальше. Но как двигаемся? Кто-то просто тупо сидит на руках. Маршруты тут, конечно, очень извилистые. Смотрите, вот Светлана идет. Сразу же вот такие кругаля туда-сюда. Потом они туда уходят и вниз вон к тем озерам. Живописно. Давайте я еще немного вам покажу этой красоты. Ну и про Светлану, само собой. И про озеро, цвет воды, то есть. Очень необычный. Саш, ты сейчас упадешь. Сань, ты кого ловишь-то? Я говорю, с этим ребенком далеко нам не уйти. Да, наш маршрут затянется часов на 10 этот. Все, Саня, давай на ручки и пошли. Ну а для тех, кто любит водопады, давайте я просто оставлю вам это секунд на 10. Наслаждайтесь. Вечно могу смотреть на водопады. Вообще красота. Села бы и смотрела бы час, не отрываясь. Но надо смотреть за Сашей, правильно. Не знаю, кому какой отдых больше нравится по душе, но я могу точно сказать, что в Хорватии, ну вот среди всей этой поездки по Европе, вот этот поход вдоль озер мне запомнится на куда больше, чем просто как мы валялись у моря. Смотрите, как Светлана счастлива тоже от этой прогулки Я бы нашей. даже повторила, только без детей, в кроссовочках, в шортиках и с пикничком на Да. лужайке. Мы идем уже какой 5-й километр. В команде поселилась явная неуверенность в том, что мы закончим этот маршрут. Светлана говорит, полезли в гору, выйдем на какую-нибудь дорогу побыстрее. Мы уже в ночь, уже в отеле будем. Да ничего Утром, страшного, Утром. сильнее будете. Утром. Относитесь к этому как к тренировке. Да, будем считать, что это проверка на то, кто у нас самый нытик в семье. Всем приветик. Да, тут уже вечереет, короче, мы туристы перестали попадаться. По ходу дела все уже закончили свои маршруты. Одни мы плетемся по этому парку. Светлана, ты слышишь, что я говорю? Что туристы перестали попадаться, все Я уже говорю, вышли вот тут отсюда. совсем можно быстро подняться в гору. Вот тут вообще фигня. Все, моя команда сдалась. Вылезли на дорогу. Сказали, что будут ловить автобус. Саша, Вон едет автобус, который нам нужен. Дети, чему вы радуетесь, что вы сдались? Тихо. Он нес. Настя, ну что, рада, что сели в автобус? Саш, а ты рад, что едем на автобусе? Жалко, что тут нет 50-километровых треков. А то мы бы с радостью прошлись. Да, Саша, прошелся бы 50 километров. Я бы тебе мороженку купил. Прошелся бы?
Видали, он кивнул. Что, давай? Пацан сказал, пацан сделал. 10 раз надо пройти, как мы сегодня ходили. Я думаю, канал можно переименовать «Иван Сусанин. Путешествие с детьми». Короче, пока мы блуждали по этому парку, уже стемнело. Смотрите, парковка сзади меня. Мы приехали, она была вся заставлена машинами. Сейчас вообще ни одной. Вон там сзади одна стоит, кроме нашей, и то уже уезжают ребята. Да, конечно, поблуждали мы по этим озерам. Короче, если вам потребуется какая-нибудь навигационная помощь, то не стесняйтесь, пишите, короче, нам. Подскажем, где и как быстрее пройти, проехать. Хорошо, что мы ничего не бронируем заранее. Так-то думали, что доедем уже до Загреба, до столицы Хорватии. Нифига, по ходу дела нам где-нибудь тут сейчас придется уже ночевать. В этом плюс ничего не планировать. Точно никуда не опоздаете. Вчера ночью ехали по трассе, искали отели. Блин, еще далеко не в каждом отеле есть места. Место-то популярное, дофига народу. Короче, все занято. Докатились до какого-то отеля, остановились тут недалеко. Короче, сейчас утром только обнаружили коляска. Вчера, короче, на этих озерах мы убили там колесо на ней какое-то. Нифига теперь не катится. По ходу дела теперь оставшуюся часть путешествий дети будут ходить пешком. Но так даже лучше. Здоровее будут. Будем считать, что Плитвицкие озера это только начало. Для тех, кто еще собирается путешествовать на авто по Европе, учтите, вот у меня дизель, здесь где-то 100 рублей выходит литр. Будете, если свой бюджет планировать. Значительно дороже, чем у нас. Во сколько? В 2,5 раза. На трассе продается все, как у нас. Сейчас закупимся арбузиками и поедем дальше. Сразу же угощают тут. Саня уж больно слюни пускал. Продавщица предложила ему кусочек, и Настя. Скажи спасибо. Не скажешь спасибо. О, мама мия. Вкусно. Вкусно. Вкусно? Да. Ты скажи спасибо. Саня у нас арбузная душа. Что в отеле, что тут. Только одни арбузы ест. И Настя. Любишь арбузы? Не так, как Саша. Вот такие, короче, добрые продавщицы тут на дороге в Хорватии стоят. Разумилялась уж вся на Саньку. Сидим в машине, хомячим арбуз. Уж очень он вкусный. Я таких арбузов у нас в Ярославле, может, раз-два только ела, и все. А тут вообще вкуснючий. Сладкий, сочный. Сашка вообще арбузы только ест тут. Больше ничего. Катимся по стране. Куча мостов, туннелей. И самое прикольное, что у каждого моста и у каждого туннеля есть свое уникальное имя в Хорватии. Например, вот, туннель Леденик. Пока катимся по Хорватии, очень много встречается автодомов. Машины просто с прицепами, ну, имеются в виду прицепы, в которых можно жить, едут. Люди приезжают на побережье. Здесь очень много кемпингов, как раз для таких автомобилей. Ну, и не только для автодомов, и таких, как у нас, можно останавливаться. На кемпингах, короче, останавливаются, приезжают прямо в автодомах, живут тут очень много. По ходу дела, это такая тема вообще в Европе распространенная. Ну и видно, что номера-то все приезжие. Там Германия, Австрия, Франция, Италия и так далее. Светлана, ты хочешь купить автодом? Поехала бы так? Да. Готовь 7 миллионов. Я посмотрел, сколько стоят эти автодома. Короче, я, да, ожидал увидеть сумму какую-то поменьше. Ну, нормальный, новый, я имею в виду. Если покупать, будет сумма, блин, получше, чем премиальное большое авто, обычное легковое. Ну что, друзья, поздравляю нас с первым штрафом. Короче, выскочил на трассе гаишник с радаром.
Я превысил тут немножко, насколько, примерно на 35 километров, говорит. У нас превышение скорости с 30 до 50 километров, на 30-50 километров больше, это, мол, штраф, 1000 кун. И говорит, так много, так много. Я что-то вначале неправильно умножил, перепутал. Подумал, что это на наши деньги 100 000 рублей. Думаю, что за хрень? Я уже запутался немножко в этих валютах, столько мы тут ездим. И, короче, в итоге-то это 10 000 рублей. В принципе, ну, думаю, ладно, много, но могло быть и хуже, по сравнению, как в некоторых других странах тут штрафы есть. И говорит, давай 1000 местных вот этих кун. Я говорю, у меня нет местной валюты. Он говорит, вот тут в 2 километрах отсюда есть банкомат, съезди, поменяй, вернись туда-сюда. Короче, ну какая-то ерунда. Я говорю, у меня дети в машине спят, нафиг, короче, никуда не поеду, бери в евро. Он говорит, мы в евро не берем. А потом что-то так наклонился и говорит, ладно, короче, давай 40 евро и можешь ехать. Но 40-то евро, это почти в 3-4 раза меньше, чем их официальный штраф. Я не совсем понял, как он там что оформлял у себя на бумажках, потому что написано на хорватском. Но что-то мне подсказывает, что эти деньги пойдут ребятам в карман. Ну и, пользуясь моментом, хочу передать привет всем нашим российским гаишникам. Но мы решили потихонечку двигать в сторону Венгрии. Ну и чтобы за раз не приезжать слишком большое расстояние на машине от Плитвицких озер, там сколько? Ну порядочно, несколько сотен километров ехать, чтобы детей слишком сильно не мучить в машине. Короче, решили заехать в Загреб, в столицу Хорватии, буквально так, на полчасика, прогуляться. Смотреть старый город, ну фиг его знает, мы этих старых городов столько посмотрели, они примерно плюс-минус все одинаковые. 15 минут хватает за глаза. Фоточки поделать, я не знаю, не более чем. Музеями мы особо не увлекаемся различными. Поэтому сейчас погуляли, все, Санька захотел спать, поедем дальше. Так сказать, это у нас вынужденная остановка. Ну и вообще что-то последнее время мне вот эти крупные города так, столицы, не очень во время путешествий. Надо побольше ездить по стране. Как-то поинтереснее, что ли? Нет. А тебе как? Мне нравится старый город. Я бы погуляла. 15 минут точно не хватит. Это уж так мы. Так что ехать в сон желательно. Я бы погуляла часика 2. Кому как что нравится. Но мы все равно поедем прямо сейчас. Да, потому что сон. Главнее спокойно ехать. Да. Видите, какая Светлана. Все для детей. Главное, чтобы детям было комфортно. Это, наверное, было самое короткое знакомство со столицей за все страны, что мы посетили. Ну, если это вообще можно назвать знакомством. Ну что, друзья, наше путешествие по Хорватии подошло к концу. Мы погнали дальше, в Венгрию. Не забывайте поставить лайк нашим маленьким путешественникам и нам со Светой взрослым учителям. Ну и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока-пока. Всем пока, говори. И ставьте лайк, скажи.